каком чате? Привет, Софа. Здравствуй. Здорово. Здравствуйте. Э, Провал. Я думаю, нам стоит начать с того, кто ты такая вообще. Кто я такая? И ты не знаешь, кто я такая? Ладно, я шучу. В общем, меня зовут Соня, мне 16. Мне 16 лет, я танцую, пою, и в данный момент в моей жизни я состою в одной большой глобальной интернациональной группе. Это поп-группа, и называется Now United. И я сейчас как раз состою в этом проекте, там 14 ребят из абсолютно 14 разных стран. Я думаю, что некоторые из вас уже наверняка об этом слышали. Тем не менее... Слышал, да? Ну, ты слышал, ты много чего слышал. Тем не менее, я сейчас состою в этой группе, и мы танцуем, поем и путешествуем по миру. Ты только приехала с тура, да? Ну да, я приехала буквально несколько дней назад. Ого. Так, И чем вы занимаетесь в туре? Ну, например, в этот раз мы летали в Арабские Эмираты, и у нас там были разные мероприятия в течение 10 дней. Мы выступали на специальных Олимпийских играх, мы проводили очень много съемок, у нас было много интервью, выступлений. На самом деле это зависит от страны, потому что в каждой стране какие-то свои мероприятия, селебрити с какими-нибудь там коллаборацией, еще что-то. Но вот в этот раз в Арабских Эмиратах все было больше сосредоточено на Олимпийские игры и какие-то съемки. И что, ты устаешь в туре? Да не очень. Ну как, я не жалуюсь просто, не говорю, что я устала. И как вы там, типа, отдыхаете или отдыхаете? У нас не было выходных уже на протяжении нескольких месяцев. Ну, то, что когда я в Москве, для меня это типа отдых, но я так много учусь, что, в принципе, у меня нет выходных. И что у тебя со школой? Ты же постоянно уезжаешь. Да, я все время в разъездах, поэтому я учусь онлайн. И ты скоро сдаешь экзамены? Да, я в этом году сдаю ОГЭ, как мне кажется, большинство людей на этой планете. Я очень боюсь, но я стараюсь учиться по возможности, поэтому нормально. И что ты сдаешь? Я сдаю английский и географию. Ну, русский, математика обязательно предмет. Ваш коллектив — это команда, да? Или семья, или какое вы там слово любите? Ну, это, я бы не сказала, это коллектив, потому что это поп-группа. Это поп-группа, это не коллектив. Но мы как большая семья. И вы ругаетесь внутри или нет? Я бы не сказала, что мы ругаемся. У нас, конечно, возникают какие-то ссоры, когда мы живем 24 часа в сутки на протяжении полугода вместе, но это все решается, и поэтому у нас очень хорошие взаимоотношения внутри. А что делать, если не умеешь танцевать вообще? Я считаю, что каждый человек умеет танцевать. Главное открыть внутреннее какое-то состояние танца. Я даже не знаю, как это объяснить. Короче, можно научиться просто 4 движениям и танцевать их везде и всегда. Что за движение, Соф? Смотри, первое движение, оно реально сложное, но ты с ним справишься. Все остальные будут полегче. Ну что, пробуем? Смотри, колени соединяешь. Какой несчастный! Ты колени соединяешь, потом открываешь, и теперь опять соединяешь. Ладно. Должна получиться вот так. О, да! Было правильно. Смотри, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Не понимаю это. Короче, если вы такой, как лев, лучше не пробуйте. Второе движение ты делаешь, смотри, руки заводишь так, потом открываешь. Заводишь, открываешь. Чего? Стоп, я не въехал. Чего? Стоп, я не въехал. Правую руку открываешь, левую руку открываешь. А теперь ты шагаешь вправо, открываешь. Вправо, соединяй ногу, открываешь. Так, ну, уже слишком много задач. Все, всем пока! Так, Смотри. еще. Там, тара. Там, правильно. Держи рука. Тара. О, поехали. Ты умеешь танцевать руссконародные? Все, у нас дует. Да, все хорошо. Смотри, руки. Пам. Потом вверх, вниз. Разворачиваешься. Пам.
Надо попроще уже. Хорошо, давай еще раз. Правое, левое, вверх, вниз. Я не знаю, что я делаю. Смотри, еще раз. Так. Правое наверх, потом левое наверх, потом правое наверх, потом вниз, потом разворачиваешься и руки. Угу. Все, я въехал. Вот это я понял. Смотри, берешь голову, берешь, так отрываешь голову. Смотри, делаешь 8. Вот, да-да-да. Должно получиться вот так. Молодец. Теперь можно пробовать бамбус. Ты запомнил все движения? Нет. Готов? Все, давай. 5, 6, 7, 8. Второе движение. Третье движение. Все, погнали. А как мы? Теперь. Третье движение. Что это такое? Дмитрий Шостакович. Ты бываешь в туре долго, и Да. почему ты скучаешь обычно, когда тебя долго нет дома? Наверное, больше всего скучаю по еде. Потому что, честно сказать, еда по всему миру немножко, мягко говоря, отвратная. Ну, серьезно. Ну, то есть, нигде нет никакой гречки, нет борща, каких-то котлеток вкусных. Поэтому думаю, что больше всего скучаю по еде. Ну, нет, конечно, по семье, друзьям, это все логично. Но, как бы, ты можешь созваниваться с родственниками, с семьей, с друзьями, типа, еду ничем не заменить. Почему это так тупо? Это глубокая мысль такая. Так вот, вокруг тебя постоянно много людей, но при этом бывает тебе одиноко или нет? Я считаю, что каждый человек в своей жизни проходит такой период, когда, ну, ты чувствуешь себя одиноким и чувствуешь, что нет близких, родных, как бы рядом с тобой. Но, например, я как бы проживала такой период, но он у меня был достаточно быстрый, так как у меня близкая, хорошая, дружная семья, и друзья есть тоже как бы достаточно такие верные, поэтому я не чувствую себя в данный момент какой-то одинокой. Почему важно быть открытым и дружелюбным? Когда ты открытый и дружелюбный, я считаю, легче заводить друзей. В жизни все становится намного лучше. И вообще становится легче жить. Поэтому я считаю, что это те качества, которые нужно развивать в себе, ценить и беречь. И как ты находишь друзей обычно? Мне кажется, это такие случайные встречи, и я даже так не могу сказать, что вот тебе нужно идти туда-то, знакомиться с такими-то людьми, смотреть, чтобы они улыбались, или я не знаю, какие они должны быть, потому что все люди разные, и только со временем можешь узнать, кто есть на самом деле. Кстати, самый лучший способ найти друзей – это ходить на подростковые собрания и домашние группы. Вау! Софа, спасибо, что ответила на вопросы. Просто импровизация. Кстати, делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки и репосты. Пока.